Фу, хорошая щука была. Вот это удар. Надо фрикциончик отпустить. Собрался только накачивать лодку, посмотрел, а возле лодки, смотрите, какой гриб растет. По-моему, это польский гриб. Пишите в комментариях, что за грибочек такой. Ну да, это польский гриб, подмороженный немножко. Вот так вот бывает. В декабре месяце грибы растут. Такой первый раз вижу. Пару дней назад тут все было покрыто снегом. Такой снегопад у нас был. Ну, сантиметров 8 точно снега выпало за пару часов. Я уже думал, все, началась зима. Пора доставать зимние снасти, но не тут-то было. Вот за пару дней буквально все растаяло. Взял снова я спиннинг и приехал порыбачить на щуку. Погода сегодня шикарная, ветра практически нету. Он то есть, то вообще нету ветра, то потом подует немножко, потом опять перестает дуть. Плюс 5, плюс 3, примерно вот так вот сейчас. Одним словом, условия для рыбалки шикарные сегодня. Где тут моя лодочка? Вот она. Все, что нужно для рыбалки, уже в лодке. Ложим удочки и выплываем рыбачить. Сегодня с вами будем рыбачить на большом водоеме и искать рыбу на больших глубинах. Камыши уже надоели. Погода шикарная для декабря, но только прохладно. А так, погода для ловли щуки просто отличная. Будем сегодня пытаться поймать крупную щуку. Мелочь уже надоела. Конкретно. Наверное, не только мне, но и вам тоже. Друзья, всем привет. Фаворит X1. Универсальный спиннинг. Мне нравится. Никаких нареканий к этой палочке нету. Катушка Ryobi Kusima. Поводок титановый. Если я не ошибаюсь, 15 сантиметров. Или 18. Не помню. Тест у поводка 7. Ну, нагрузка, как там правильно. Или тест 7 килограмм. По-моему, нагрузка максимальная на этот поводок. Многие жалуются на эти титановые поводки, но мне нравятся. У них есть слабое место одно, это вот этот вертлюжок. Но его можно, этот вертлюжок, откусить аккуратненько и шнур привязывать непосредственно к самому поводку. Ну, у меня вот уже сколько я рыбачу на этот поводок, рыбалок, наверное, 7 или 8. И нормально, вообще никаких проблем. Сегодня будем ловить щуку на больших глубинах, по ямам, по руслу. Из приманок я буду использовать силикончик. Я уже тут часть выложил силикончика. Такой. Потом вот это я на прошлой рыбалке на этот силикон рыбачил в камышах.
Но сегодня, наверное, буду пробовать вот на такой. Силикон релакс копыта. 3 дюйма. Стоит у меня тут 6-граммовая джиголовка. И дополнительно тройничок я еще ставлю. Ну, вот такая вот оснастка. Рыбаков очень много, спиннингистов. Здесь приезжают и на троллинг ловят щуку, и так, как и я, с лодок, из берега. Водоем находится недалеко от большого города. Районный центр получается в нашей области. И здесь, конечно, прессинг жесткий. Знаю я на этом водоеме несколько ям с глубиной до 5 метров. И вот конкретно будем останавливаться на этих ямах и пробовать там поймать щуку. Если будут поклевки, то на таких ямах обычно клюет крупная щука. Снасть готова, я готов, лодка тоже. Времени у нас мало рыбачить. Как вы знаете, в декабре световой день очень короткий. Поэтому плывем и начинаем рыбалку. Подплываю к первой яме. Сейчас вы увидите, кто рыбачил на этом водоеме, тут сразу узнает эту яму. А это рядом ветки лежат в воде, которые натаскал бобр. Бобры таскают ветки, чтобы не проголодаться зимой. Вот с этой ямы я и начну поиски крупной щуки. Здесь глубина метров 5 есть. Попадается дно вот такое вот оно. Неравномерное. И постоим тут еще побросаем. Щука должна здесь быть по-любому. Хочу проводку сделать сначала вдоль камыша здесь. Вот где я приведу приманку, тут уже глубина метров 1,5 под 2. Пока пробую ступенькой проводить. Силикончик у дна. У дна или по дну, как правильно. Это не в камышах вам рыбачить. Тут можно с проводкой играться долго. Так, ждем, пока упадет на дно. Падает, падает, падает. О, упала. И ступенечкой делаем проводочку, не спеша, медленно. И вот так вот хочу пробросать всю эту яму. Время пока есть. Щука здесь, если стоит, то она будет не одна. Идет здесь может быть очень много щуки. И на таких ямах, как правило, стоит большая щука. Ну, от 2 килограмм и выше. Главное попасть на выход, когда она выйдет из укрытия и начнет питаться. Большая щука похитрее. Чем больше щука, тем она хитрее и тем тяжелее ее обмануть и уговорить на поклевку. Вот эта щука вывернулась. Офигеть.
Вот это удар. Надо фрикциончик отпустить. Ой, хорошая щука. Хорошая. А я подсак не доставал. Ой. Да стой ты. Ух. Ой, подожди. Сейчас мы тебя возьмем руками. Во! Смотрите, какая. Двушка 100%. Классная щука. Ух. Хорошая щука. Да так ударила, только бух, бух. Я думал, там огромная. Вот вам поклевка на яме. Вы видели, да? Стал только, фух, возле меня щука вывернулась прям. Но она не малька гоняла, она меня испугалась и уплывала, выворачивалась и уплывала дальше. Побросал буквально минут 5 и поклевка. Может это она, а может и не она. Этот силикон можно использовать как определитель нахождения щуки в данном месте, где вы рыбачите. Если она там стоит щука, то обязательно клюнет на него. Цепляю щуку на кукан и продолжаем дальше рыбачить. Решил яму оставить пока в покое. Пускай там рыба успокоится немного. И вот так вот проплывусь. Вот туда прямо. Может метров 200-300. И вот так буду пробрасывать. Все подряд буду пробрасывать. А вдруг еще и здесь щуку найду хорошую. Пока вообще не видно и не слышно щуки. И малька даже не гоняет здесь, на самом водоеме. А ну-ка вот туда забросим. О, отлично. И что характерно, я вот и в прошлом видео это говорил, и да постоянно это говорю. Если малька нет в том месте, где вы забрасываете приманку, то и щуки там не будет. Может быть, конечно, это не панацея, что щука именно там, где малек. Но там, где много мелкой рыбы, там и щуки много стоит. Там она будет не одна, а несколько щук. Фух, хорошая щука была. Хорошая. Фу-фу-фу. Ну я, если честно, не ожидал. Ничего себе. Это на меляках. Плыву к яме. Думаю, заброшу силикончик. Пробросаю меляки. Как раз по дороге тут. На тебе как дала. Пошла в сторону и сошла. Ничего себе. Уже минут 15 на меляках тут стою, пробрасываю все по кругу. Больше поклевок нету. И пробую разные проводки и разные приманки. Да ни в какую. Ну еще пару забросов сделаю. Поклевок если не будет, вот поплывем прямо туда на угол, на яму. Может там повеселее будет. Ух ты, думал удар. Так всего лишь был зацеп. Ну вот и яма. Надоело мне по мелякам там плавать.
Лучше сейчас проверю эту яму. Вот она прямо. И если здесь щуки не будет, то поплывем обратно туда, где я поймал щуку. Тут яма, она прям упирается в камыш. Так, падает, 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 падает. О, только упала. Ну, метра 3 точно есть глубина. И смотрите, и сразу камыш рядом. Вообще отличное место. А вот тут слева, тут русло. А главное теперь ее выманить из камыша. 100% она вот тут вот в этих хащах стоит. Проводку делаю ступенчатую. Джигую. Одним словом. Волочу приманку по дну. Но пока тишина. Забросов 10 сделаю. Если поклевок не будет, проплыву чуть дальше. Вот туда прямо. Там еще вот есть поворот налево пошел. Вот там на повороте пробросаю. И вернемся с вами обратно туда, где была щука, где она клевала. Ух ты, ударчик был. Ударила вот тут прям под лодкой щука. Ну капец. Второй исход. Это я уже доплыл в самое начало водоема практически. Откуда начинается водоем. И тут под камышиком клюнула щука. Ха. Ну что такое, что так не везет, не могу понять. И клюнула, кстати, на паузе щука. Перчатки то одеваю, то снимаю. То жарко мне в перчатках, то холодно. Оно там, где ветер, там руки начинают мерзнуть. Если ветер успокаивается, то сразу и теплеет. Проводки в основном делаю ступенчатые. Равномерочкой делаю проводку, когда провожу приманку по мелякам. А на глубине ступенчатая проводка. Плыву снова на ту яму, где я поймал щуку. Часика 2 еще у нас есть, чтобы порыбачить. Увидел, как вот там, куда я забросил, чуть ближе ко мне, щука малька прогнала. То ли щука, то ли может окунь. Сейчас поджигуем. Удар был. Опа, опять. И еще одна поклевка. Ух ты! Еще одна поклевочка. Ну такая же щука. Ух ты, стой, 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 стой. О, смотрите какая. Ху-ху-ху-ху. Красота. Двушка 100%.
Какая щукенция. Слышу такой ударчик, только тук в начале проводки. Думал зацеп. Делаю дальше проводку и только бах, есть. Во какая мадам. Попьем чая, отдохнем немного от рыбалки. Вот вам и яма, друзья. Вторая щука, и какая щука. Но они по размеру похожие. Может там разница в 100-200 грамм. Во, какие мамульки. Приплыл я еще к одной яме. Вот она небольшая, вот как залив получается. И тут хорошая глубина, 3 метра есть точно. Побросаем еще здесь силикончик. Сделаю забросов 5. Если поклевок не будет, то, наверное, буду потихонечку плыть в ту сторону, где у меня стоит мотоцикл. Так, пока никто не клюет. Плыву обратно. На яме поклевок не было. Вот там в конце водоема возле дамбы поклевок тоже нету. Да и вообще рыбы не видно. Если верить прогнозу погоды, то это, наверное, последняя рыбалка у меня на спиннинг в этом году. Через пару дней стоят морозы. Да не через пару дней, а уже завтра ночью -7. И там, по-моему, так 3 дня. -7, -6, днем -1, -2. А если не будет льда, то буду и дальше продолжать рыбачить на спиннинг, ловить щуку. У меня в планах съездить еще на одну реку небольшую. Если не будет морозов, то я так, наверное, и сделаю. Ставьте, друзья, обязательно лайки, пишите комментарии, не забывайте. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!